Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду фаршировать перец капустой и морковкой на зиму. Заливается такой перец маринадом, и уже на следующий день вы можете его пробовать. Но его также можно закатывать в банки и наслаждаться отличной овощной закуской зимой. Начинка остается хрустящей, перец получается очень вкусным. Приготовьте и убедитесь сами. У меня 1 кг 800 грамм перца, 700 граммов капусты, 300 граммов моркови, 100 граммов сельдерея, 5 зубчиков чеснока, 1 перец чили и соль. Для начала очистим перцы. Можно срезать крышечку, но я предпочитаю просто удалять серединку с хвостиком, так начинка не выпадает, особенно при закладке перца в банке. Старайтесь также брать перцы небольшого размера. После того, как я подготовила таким образом перец, его нужно бланшировать. Опускаю перцы в кипящую воду и провариваю пару минут после закипания. Затем достаю и даю им остыть немного. За это время приготовлю начинку. Натираю морковь на терке. Затем нарезаю тонкой соломкой капусту. Еще я обязательно в это блюдо добавляю сельдерей. У меня сегодня черешки, я их нарезаю тонкими пластинками, но можно взять и корень, тогда натрите его на терке, как и морковь. Сельдерей очень хорошо сочетается со всем этим набором овощей и придает блюду приятный аромат и вкус. Нарезаю 1 острый перец. Количество остроты берите по своему вкусу. Натираю на терке чеснок. И еще нарезаю 1 сладкий перец. Соединяю начинку в кастрюлю побольше, чтобы было удобно все перемешивать. Добавляю в начинку примерно 1 чайную ложку соли и хорошенько все перемешиваю руками. У меня на канале есть еще рецепты заготовок перца на зиму. Они все разные и очень вкусные. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Перцы у меня остыли, буду их начинять. Готово! Я буду укладывать их в банки, которые я предварительно помыла. Стерилизовать их не обязательно. Старайтесь уложить перцы поплотнее, но не повредите их. Теперь понятно, почему лучше выбирать некрупные плоды. Если вы не планируете закатывать их в банки, то просто уложите их в какую-нибудь емкость и залейте маринадом. Я же буду заливать маринад в банки. Для маринада нужно на 1 литр воды 150 граммов сахара, 150 мл уксуса 9%, 100 граммов растительного масла, 50 граммов соли, лавровый лист, душистый перец и черный перец. Наливаю в кастрюлю воду, всыпаю соль и сахар.
У меня 2 лавровых листа, несколько горошин душистого перца и несколько горошин черного перца. Отправляю все это тоже в кастрюлю. Уксус и растительное масло добавляю позже. Довожу рассол до кипения и вот теперь вливаю растительное масло и уксус. Довожу до кипения и сразу снимаю маринад с плиты. Заливаю его в банки и накрываю крышками, но не закручиваю их до конца. На дно кастрюли застилаю тканевые салфетки. Ставлю банки и заливаю горячую воду. Вода должна быть горячей, потому что маринад в банках горячий. Воду наливаем по плечике банки. Ставлю на плиту и стерилизую с момента закипания 15 минут. У меня банки объемом 1 литр. Если у вас объем больше, то увеличивайте время стерилизации на 5-10 минут. Аккуратно достаю банки и закручиваю крышку до упора. Только делайте это осторожно, так как и банки, и крышки очень горячие. Переворачиваю банки и укутываю до полного остывания. Вот такая замечательная заготовка на зиму получилась. Ароматно, вкусно, красиво. Обязательно попробуйте. Мои любимые рецепты заготовок на зиму смотрите в этой подборке. Все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно.